I see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о красивых и хорошо звучащих наушниках от компании Kinera. Я думаю, большинство из вас уже знакомы с ней. И это их новая модель, которая называется Freya 2.0 стоимостью $269. И приходят они в одну из лучших, что я видел по своему оформлению коробок. Реально смотрится очень круто. И это дает нам понять, что продукт перед нами действительно стоящий. На лицевой части здесь сверху имеется логотип компании Kinera и название модели Freya 2.0. А тут написано «Любовь и красота в моем распоряжении». И да, эта фраза действительно несет в себе большой смысл, и вы узнаете позже почему. Ну а сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников, и за звук здесь отвечает 3 арматурных драйвера от Knowles и один динамический излучатель 7 мм, а чувствительность наушников составляет 105 дБ, и они получили 20 Ом импеданс. А еще здесь слева написано, что входит в комплектацию. Ну и, конечно, тут имеется такой QR-код для проверки подлинности продукта. И теперь давайте, друзья, рассмотрим комплектацию более подробно. И первое, что нас здесь встречает, это вот такой очень большой мануал, который раскрывается реально очень необычно, вот таким образом. И здесь рассказывается история о создании и вдохновении Freya 2.0, о самой также настройке звука, а также здесь есть вот такой уже график АЧХ, который мы также рассмотрим немного позже. Ну и, конечно, куда же, друзья, без параметров кабеля, они здесь тоже есть. Также написано, что входит из аксессуаров, и 3 вида амбушюр, которые мы рассмотрим с вами немного позже. Но еще здесь имеется вот такое интересное письмо от Синтии. Она является художником и дизайнером этой модели Freya 2.0. В ее глазах эти наушники нечто большее, чем просто продукт. Фрея – это богиня любви скандинавской мифологии, ассоциирующаяся с женственностью и весной, поэтому цвет этой модели был выбран именно синий, чтобы передать вам всю эту красоту. И вот так выглядят сами наушники, и выполнены они из медицинской, очень гладкой смолы, тактильно приятной. Рассматривать их реально можно очень долго, и они действительно были очень точно описаны в письме Синтии. Выглядят реально очень красиво, такой приятный сине-голубой оттенок, дополненный переливающимися блестящими частицами, выполненными под золото. А на левом наушнике здесь имеется надпись Kinera, а на правом надпись Freya. Еще у них установлен стандартный разъем 2 пин, идущий ровно вровень с корпусом. И одно акустическое отверстие расположено у них вот здесь. Ну а внутренняя часть наушника прозрачная, поэтому мы можем увидеть абсолютно всю связку драйверов. А сопло у них довольно вытянуто, имеет 3 отверстия для вывода звука. Ну а с посадкой и эргономикой здесь все в полном порядке. В ушах сидят отлично, очень плотно и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Как вы заметили, друзья, здесь реально очень такая богатая комплектация. И начнем, пожалуй, с этого хорошего набора амбушюр, зафиксированные которые в этом удобном органайзере. Вот так они выглядят. Это довольно стандартные амбушюры, но они хорошего качества. А здесь рядом справа можно найти щеточку для очистки наушников. И, конечно, здесь есть переходник для кабеля на балансный 4.4 коннектор. У него здесь имеется логотип Kinera. Вот такой у него разъем. И это еще не все, друзья. В этом прекрасном и крепком чехле с надписью Kinera здесь имеется вот такой отличный и редкий набор амбушюр Final Type с их мануалом.
На самом деле, реально, вот эти амбушюры тяжело где-то еще встретить. Сколько вот наушников я протестировал, ни разу их не встречал. Вот такие амбушюры. Возможно, уже из вас кто-то уже с ними знаком. Ну и, конечно, друзья, здесь есть вот такой отличный, комплектный, четырехжильный кабель с разъемами 2 пин для подключения уже к самим наушникам. И съемным коннектором 3,5. Здесь можно вот таким образом поставить балансный 4,4 джек. Фиксируется очень надежно и достать не так просто обратно. Кабель мне этот понравился, и менять его смысла особого нет. У него есть удобные сформированные заушины, и он практически не путается. Да и смотрится, друзья, реально хорошо. Такой серебристый у него оттенок. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этих прекрасных наушников Kinero Freya 2.0. И вот так выглядит их графика чихай. Настроены они, на мой взгляд, довольно хорошо. Здесь есть и достаточное количество баса с легким и аккуратным заходом на средний диапазон и плавное перетекание к области верхней середины в дополнении с очень аккуратными высокими частотами. Ну а теперь начнем с разбора низких частот, которые ощущаются с первого прослушивания как очень основательные, глубокие, с хорошим панчем у мидбаса и плавным затуханием, в дополнении с в меру прозрачной текстурной проработкой. Хотя стоит сказать, что бас в них подается довольно тепло, и несмотря на это проблем с передачей гармоник, дисторшена у гитар и сатурации у баса проблем не возникает. Нету такого, что бас звучит монотонно и однородно. Мне наоборот же понравилось, что кик очень четко выделен на атаку и отделяется от баса, что могут сделать и передать не каждые наушники. Но вот средние частоты в этих наушниках подаются как очень гладкие, аккуратные, без излишней резкости и яркости у вокальной части, так как бас и область верхней середины здесь находятся в паритете. И мне сразу понравилась эта знакомая подача, в которой есть и хорошее ощущение тепла, и хорошей умеренной прозрачности. То есть тонально они теплые, даже напомнили мне наушники Canon 2. Здесь также есть и тот самый драйв и музыкальность, которая мне там нравилась и очень хорошо запомнилась. А вот что мужской, что женский вокал во Freya 2 звучит очень насыщенно, проработано, с хорошим разрешением, с достаточно большим количеством воздуха, определенно который положительно сказался на этом диапазоне и заметно так помог раскрыться вокальной части и инструментам, чтобы не звучать глухо, закрыто и темно. А ударные тут совсем слегка подчеркнуты в миксе, не выбиваются они вперед и не стараются взять на себя много внимания в музыке. Они довольно аккуратные и нейтральные, с хорошим выделенным транзиентом и при ударе не дают никакого сибилянтного акцента, который будет вас как-то раздражать. Но вот на высоких частотах у Kinero Freya 2.0 здесь сразу заметен очень нейтральный, спокойный такой гладкий подход к настройке с хорошей и умеренной детальностью и с той самой теплой, чуть смягченной на краях подачей, с правильной техничностью и отличным блеском у тарелок. То есть они здесь не берут на себя много внимания, а всего лишь аккуратно дополняют композицию без излишней назойливости, никакого резкого и металлического краса у них также нет. И определенно стоит сказать, что вы не встретите в этих наушниках никаких ярких резонансов, так как из плюсов я могу отнести то, что они не сильно требовательны к качеству записи и явно не уходят в какую-то жесткую аналитику и прозрачность. Поэтому даже в тяжелом металл или рок треке с кучей грязных, перегруженных с дисторшеном инструментов, эти наушники по-прежнему выдают эту область очень так аккуратно, приятно на слух, не давая вам обращать внимание на какие-то проблемы записи прослушиваемой вами композиции. Ну и также стоит отметить довольно хороший уклон в микро и макро детали, поэтому все перкуссии и разные звучки будут у вас как на ладони. Несомненно, здесь имеются также очень продолжительные хвосты от эффектов реверберации, которые не обрываются как-то резко, а наоборот имеют очень такое длительное продолжение.
Но со звуковой сценой и стереопанорамой здесь все в полном порядке. Сцена правильно формируется, а образы рисуются достаточно четко, подробно и понятно. Проблем с их локализацией никаких нет, а глубина находится на реально очень таком хорошем уровне. А вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Kinera Freya 2.0 получились очень красивыми наушниками с богатой комплектацией и не менее прекрасным звучанием, с очень теплой, аккуратной, приятной подачей, на слух, которая точно запомнится вам надолго. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!